Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 7 марта, и сегодня в своем первом материале я хочу сразу ответить на массу вопросов, которые мне задают, и заодно внести ясность в очень важный вопрос. А именно, как построена тактика обороны страны со стороны ВСУ. Почему это так важно? Потому что непонимание вообще, как все это работает, хотя бы на самом простом элементарном уровне, вносит в сумятицу ряды. Как относиться к тому или иному удару, контрудару, чем это вызвано и когда все это закончится в том или ином регионе. Вот сейчас, кратко, в течение нескольких минут, я вам все расскажу. Очевидно, что не имея возможности оборонять активно всю страну и понимая, что война более чем вероятна, киевское руководство разрабатывало тактику обороны. Генштаб ВСУ и уже последние бои говорят о том, что в целом, вот я думаю, что я правильно разгадал эту тактику, принял решение создать по периметру фронта сеть узлов обороны, в состав которых должны обязательно входить бронированные механизированные группы, которые должны иметь в своем составе минимум одну танковую роту, ну и минимум один механизированный батальон, и которая могла бы, опираясь на эту базу, вести сражения в полном окружении. Задача перед такими укрепленными районами ставится несколько. Первое. Если враг атакует, сражаться до конца, пытаясь задержать его продвижение как можно дольше. Если враг обошел и пошел дальше, или вообще уничтожит всю эту группировку, то, опираясь на местную систему разведчиков, о которой я говорил вчера вечером, наносить по тылам противника короткие резкие удары и отходить на исходные рубежи. Именно по этой причине вот те контрудары, которые, например, сегодня производит укрепленный район Николаева, они такие короткие и они в целом не имеют никаких стратегических последствий. Потому что если эта группа задержится хотя бы на лишних полчаса-час, она почти наверняка будет разгромлена с воздуха. Но у этой тактики есть как плюсы, так и минусы. Понятно, что в краткосрочной перспективе она работает очень неплохо. Но реальная боевая техника — это не виртуальная игра. У нее нет бесконечной жизни, бесконечного моторесурса, а еще в каждом бою она получает те или иные повреждения, либо даже не в бою, а просто при передвижении. Некоторый ремонт можно провести на месте, то есть мелкий ремонт, а уже средний и крупный ремонт можно провести только на специализированном предприятии. Именно по этой причине российские ВКС начали наносить удары по танкоремонтным заводам. Понимая, что если они будут разгромлены, то есть база ремонтная будет разгромлена, то мотогруппа, которая, например, базируется на Николаев, рано или поздно истощится и вынуждена будет перейти к глухой обороне. Либо подставится под удар и, соответственно, будет разгромлена. Ну и, соответственно, каждый бой — это расход боеприпасов, а также поражение артиллерии контрбатарейной борьбой. Поэтому, когда я сейчас читаю украинские паблики, которые восхищаются той или иной контроперацией со стороны того или иного узла обороны, их восторг понятен. Только они не понимают, что это бесконечно продолжаться не может. А еще они не понимают того, что как только центр обороны, вот этот узел, падает, вся оборона этого района рассыпается как карточный домик. И примером тому является оборона города Херсона. Когда центральная группа района была разгромлена, сопротивление на огромной территории сразу исчезало. А российская армия выходила на оперативный простор. А еще сопротивление исчезает, когда бронегруппа в том или ином районе жестко блокируется. Как это мы видим на примере Чернигова. Почему по Чернигову, почему по Чернигову так часто работает российская авиация и артиллерия? Потому что именно Чернигов является такой узловой точкой обороны. Там сконцентрирована очень мощная бронегруппа, которую, если не держать в железных тисках, она будет наносить очень существенные удары по российским тылам. И здесь наглядным примером является сравнение двух областных центров — Чернигов и Сумы. Да? Чернигов жестко блокирует, жестко обстреливает, а Сумы по большому счету никто не трогает. Один раз туда зашла российская колонна в район артучилища, зачистила все, что там было, и убедившись, что далее из города не исходит никакой серьезной угрозы, она оттуда вышла. А последних несколько авиаударов, которые были со стороны российских войск, это по сути предупреждение местной теробороне. Ребята, перестаньте нападать на наши блокпосты, и мы вас трогать не будем. Посмотрите на Конотоп. Мы там договорились, и все живут нормально, мирно и счастливо. И здесь, кстати, хочу сказать, что вот эти некоторые города, которые российская армия не берет, но которые не являются узлами обороны, соответственно, у них нет внутри серьезных воинских подразделений, вот эти вот города абсолютно безопасны для российских вооруженных сил. Именно по этой причине их никто серьезно не обстреливает, а иногда с ними даже договариваются. Кстати, тоже развею миф по поводу того, как работают те или иные группы в тылах российских войск в Черниговской, Сумской области. Они практически уже не работают. В первые дни, если вы обратили внимание, были единичные случаи, когда были нападения то в одном, то в другом месте. Сегодня таких нападений практически не бывает. Ну, по крайней мере, я о них не слышал.
Ну и теперь, понимая, как работает схема, мы понимаем суть происходящего на фронте. Если мы посмотрим на большую карту Украины, то уже очевидно, если с юга на север будем перечислять, такие узлы обороны созданы в Одессе, Николаеве, в Херсоне. Но Херсонская группа была уничтожена, поэтому и получился тот прорыв на север Николаевской области. И вследствие того, что получился этот самый прорыв, срочно из резервов ВСУ вынуждены были сформировать новые узлы сопротивления в Кривом Роге и в районе Южноукраинска. Я сказал, вот 4 дня назад в Южноукраинск была заведена очень мощная бронегруппа. И судя по тому, что мы видели в Вознесенске, именно эта бронегруппа наносила короткий удар в Вознесенск. И опять же, она не пошла дальше по той причине, что она не может просто взять и пойти дальше. Она может нанести короткий удар, там 20-30 километров, и быстро вернуться обратно, пока не попала под удар авиации. Итак, с правобережья мы разобрались, идем на левобережье. Очевидно, следующий мощный узел обороны — это Запорожье. По поводу Гуляйполя у меня еще не сложилось с точки зрения, есть там маневровая бронегруппа или нет, пока непонятно, не видно ее действий. Если ее там нет, то этот город можно просто блокировать и идти дальше. Если она там есть, то его придется утюжить. Но подчеркиваю, пока данных по нему у меня нет. Далее линия фронта уже переходит в зону так называемой ООС, там совершенно другое построение обороны стоит, и выходит из нее уже в районе Изюма. То есть Изюм почему сегодня утюжит, почему много дней за него идут мощнейшие, серьезнейшие бои. Не только потому, что это узел коммуникаций. Именно по этой причине из Изюма сделали узел обороны, который, с учетом его стратегической важности, Россия просто не может пройти мимо. Именно поэтому сегодня Изюм, по сути, равняется с землей. И, к большому сожалению, та же участь постигнет любой город, который, являясь узлом обороны, будет важнейшей стратегической точкой на карте. Поэтому, уважаемые мои зрители, кто живет в таких городах, задумайтесь об этом очень серьезно. Вопрос не в том, кто добрый либо злой. Есть такое понятие военная необходимость. Вот в данном случае на Изюме сошлась военная необходимость двух сторон. Одной стороны удерживать его любой ценой, и с другой стороны взять его тоже любой ценой. И с учетом того, что Изюм уже по сути взят российскими войсками, там осталось только очаговое сопротивление. И с учетом также более серьезного охвата Харькова, ВСУ пытается сформировать такой же узел обороны в районе Чугуева. А еще вследствие прорыва российских войск в Южную Харьковщину, очевидно, такие узлы обороны сегодня формируются в районе Лозовой и Краснограда. Причем по тем данным, которые я получаю, Красноградский узел обороны формируется за счет ресурсов Харьковского узла обороны, то есть перераспределения сил, которые официальному Киеву ни в коем случае нельзя сдавать. Для него это будет важнейшее стратегическое и политическое поражение. Ну и далее таким узлом обороны, за который пока не идут бои, является Полтава. Кстати, обратите внимание, что российские войска остановились примерно в 70-80 километрах от Полтавы. То есть ровно на том расстоянии, на которое бронегруппа из Полтавы выйти уже не может, чтобы не попасть под удар российской авиации. Именно по этой причине здесь относительное затишье. Ни одна из сторон не атакует и, соответственно, не делает вылазок. Также очевидно, что подобный узел должен был быть сформирован, с учетом его стратегической значимости, в районе Пирятина. И тоже обратите внимание, на расстоянии там 80 километров до Пирятина российские войска не идут. Соответственно, Пирятинский узел обороны, который уже очевидно создан, он пока бездействует. И далее, с учетом прорыва российских войск на окраины Киева, очень похоже, что формируется аналогичный узел обороны в районе Переяславля. И также формируется новый узел обороны в районе Фастова. Вследствие того, что российская группировка обошла Киев с запада, о боях в этом районе и о других боях я скажу в следующем выпуске. Он будет посвящен уже оперативной обстановке. Пока же мы рассматриваем, как работает система обороны ВСУ. Далее следующий узел обороны — это Житомир и Коростень. Вот так на сегодняшний момент выглядит система обороны ВСУ вдоль всей линии фронта. И я очень надеюсь, что для многих из вас теперь смысл боевых действий и почему происходит то или иное событие стал уже понятным. То есть пока существует узел обороны, эта территория сопротивляется вот по той схеме, которую я описал. Как только этот узел обороны падает, на примере Херсонской области, мгновенно все сопротивление в регионе исчезает. Поэтому тот, кто рассказывает сказки о том, что вот в Украине есть мощное партизанское движение, он просто не понимает того, что происходит. Он просто выдает желаемое за действительное. На самом деле эта система работает совершенно не так. Она работает примерно так, как я вам здесь объяснил. Все, вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Думаю, следующий будет уже посвящен военным сводкам за вчерашний вечер, ночь, и за то, что произойдет до того часа. На этом пока все. Ждите следующий выпуск. До свидания.